Здравствуйте, друзья! Призраки древних славян пытаются нам что-то сказать. Есть места, которые манят легендами, орелом тайны. Урочище Веретьев погост относится к таким. Расположенный на границе Ивановской и Владимирской областей, он уже много лет притягивает к себе любителей пощекотать себе нервы. Веретьев погост – место по-настоящему мистическое, вокруг него ходит множество страшилок и древних легенд. Заброшенная деревня на границе Ивановской и Владимирской областей. К старой церкви ведет всего одна тропа, заросшая кустарником. По преданию, храм строился в безлюдном месте специально, чтобы осветить землю, где всегда творилась чертовщина. Там находился так называемый Медвежий угол. В реку впадали ручьи, образуя треугольник. Возвышенность служила местом для славянских ритуалов на многочисленных капищах. Тишина. Ни единой живой души, ни единой тени или хотя бы духа. Что-то лишь отдаленно напоминающее действительность. Хотя нет, дух есть, пусть и затерявшийся в буднях городской суеты, но где-то вдалеке, хорошо спрятанный, но есть. И с наступлением большого утра дух этот все явственней вырисовывается из молодой сентябрьской тишины. И этот дух никогда не выпустит просто так демона, осмелившегося осквернить затерянное святилище. Много походов и экспедиций в эти места проводили ученые и просто туристы. Вот как описывают один из них. По прибытии на место у всех болела голова, давила на виски и лобную часть. С самого начала ощущалась какая-то тяжесть, стволы деревьев вокруг были мертвыми, как будто высохшими. Описывает начало похода участница исследовательской группы Юлия Жулинская. По ее словам, особенность заброшенной церкви в том, что алтарь направлен не на восток, как у всех правоверных нынешних храмов, а со значительным уклоном к северу, как у славянских православных храмов. Поразили и фрески внутри церкви. Странные лики святых. Все дело в том, что там нет ни одного изображения, на котором сохранились бы глаза. Представители новой веры выскоблили их всем славянским святым, ангелам и животным. Видимо, очень боятся, что славяне вспомнят свою истинную веру. К вечеру, примерно в 21:30, в глубине церкви наблюдалась тень. Но лично я испугалась туда заходить, при этом дважды убедилась, что там точно кто-то ходит. Глядя на церковь, постоянно видела славянского волхва с седой бородой. Описывает свои ощущения и видения девушка. По ее словам, когда сумерки начали сгущаться, в окнах второго этажа проявился белый сгусток, похожий на шарик, который улыбался. Однако Юлия замечает, что датчики электромагнитного поля, которые стояли всю ночь в церкви, никаких всплесков не зафиксировали. Так какие тайны хранят в себе заброшенные храмы и церкви, и почему люди видят или слышат какие-то потусторонние знаки? Представители православной церкви сходятся во мнении: кто ищет, тот всегда найдет. Зачастую еще задолго до похода в заброшенную церковь люди уже начинают ждать чего-то потустороннего и сверхъестественного. Даже заходя в темную комнату, человек подсознательно начинает фантазировать, любое дуновение ветра или шорох превращаются в привидения. Но в случае со славянскими святыми местами все не совсем так. Люди, которые душой родны со своей истинной православной славянской верой, никогда не почувствуют ничего плохого в таких местах. Но если ваша вера наносная, греческая, то всякое может быть. Далее приведем рассказ от исследователей из еще одной группы искателей неведомого, наведывавшихся сюда ранее. Веретьево никогда не было большим селом. Издревле это было уединенное поселение, где вокруг церкви располагалось кладбище да несколько домов служителей. То, что в наших краях принято называть погостом. Веретьевский храм поначалу был деревянным, когда он был еще славянским, а в 1802 году был освящен новой большой кирпичной с главным престолом во имя иконы Смоленской Божией Матери, то есть уже с новой нынешней верой. Видимо, пришедшие священники с новой верой построили новый храм на месте старой православной славянской святыни. Священник из соседнего села рассказал о том, что окрестности погоста – места блаженные, там бьет священный ключ. Ключа этого мы, правда, так и не обнаружили.
По преданию, храм строился в безлюдном месте, специально чтобы осветить землю, где всегда творилась чертовщина. Там находился так называемый медвежий угол. В реку впадали ручьи, образуя треугольник. Возвышенность служила местом для славянских ритуалов на многочисленных капищах, а их, как правило, в этой местности посвящали мокоши. Эту гипотезу подтверждает название реки Возихма. Ма – сокращенное имя богини Мокоша. Особыми днями поклонения были 10 мая по нынешнему стилю, день летнего солнцестояния и еще день осеннего равноденствия. Да, именно поэтому в этом месте в знак преемственности славянскую мать заменили другой греческой правоверной – Макош – Богоматерью. Вместо капища построили храм. Это сооружение возвели на месте деревянного славянского, существовавшего ранее. Сколько веков до этого он там был, неизвестно. Посмею предположить, что, как и в большинстве случаев, славянские капища были разобраны, разрушены. Камни оттуда стаскивались в основание пришедшего христианского храма. Православные славяне, а они, по информации местных этнографов, жили на территории Центральной России вплоть до XVIII века, начинали поклоняться старому богу в новом храме. Так на Руси начали уничтожать православную славянскую веру и замещать ее чуждыми нам обычаями. Когда истинной православной веры не стало, камни в основании храмов не прекращали класть. Новые церковники не брезговали той энергией этих супротив намоленных камней. По поверьям, эти камни, даже если человек не верит, действуют на него как магнит. А они очень желали превратить в свою веру как можно больше славян. Жизнь в Веретьеве затихла лет 40-50 назад. Наиболее вероятной причиной этого видится то, что погост находился в удалении от других населенных пунктов. После того, как церковь окончательно закрыли, и без того малое население стало уходить. В конце концов остались лишь учителя тамошней школы, а последней обитательницей погоста была некая бабушка-монашка. Сложны и противоречивы сведения об этом месте, но почти все источники сходятся в одном. В начале 60-х нагрянула туда банда и разгромила весь погост. Чтобы замести следы, бандиты сожгли постройки и будто бы убили, сожгли единственного жителя Веретьева, монашку. С тех пор там никто не живет. Так гласит легенда, но потом поползли слухи, будто бы иконы и церковную утварь не украли. Монахиня их спрятала за некоторое время до неприятного визита, якобы у нее было видение, предупреждающее об опасности. Именно поэтому ее и убили. Пытали в надежде узнать, где спрятанное. Но она так и не сказала, лишь прокляла их и само место перед смертью. Другие люди говорили, что бандиты сами все попрятали, чтобы было легче уходить с места преступления через болото. Взяли лишь часть, а в церкви устроили схрон. Как иллюстрация народной веры в эту легенду, перекопанная вдоль и поперек кладбища. Могилы и сама церковь в канавах рытвинах и ямищах. Какие-то подонки разбили кресты на надгробиях, раскопали 2/3 кладбища, разрисовали лики и выскоблили на них глаза. А нашему государству нет дела до истинных истоков славянского народа, проживающего испокон века на этих территориях. У них же дел намного больше и намного интересней. В любой стране бережно сохраняют историю коренного народа, но только не в нашей стране. Это лишь подтверждает, что нашей страной сейчас правят не славяне. И теперь это место нагоняет страх, панический, жуткий. В некоторые минуты ты не можешь и слова сказать. Место словно проверяет тебя. В некоторых местах начинается ужасное головокружение, и ты готов упасть в обморок. Это было не только со мной, но и с моими спутниками. Вокруг храма множество изогнутых деревьев, что свидетельствует о тектоническом разломе в земной коре и о том, что оттуда валит какая-то дурная энергия. Тревога проходит только после того, как переходишь гать, словно возвращаешься из потустороннего мира. Мы долго изучали нутро церкви, пока не добрались до алтарной части. Зашли, атмосфера какая-то очень дискомфортная, именно на психическом, эмоциональном уровне. Внутри было душно и гулко. Мы стояли одни. Долго стояли посередине и рассматривали свод. Как вдруг все стихло. Голоса, шум леса, ветер, полная тишина, вакуум. И вдруг
От стен начинает идти сначала невнятный гул, а потом угадывается церковное пение, несколько голосов, мужские и женские. Пение как будто становится все громче, и вдруг обрыв. Все привычные звуки возвращаются обратно. Потом я еще несколько раз ходил в это место, подолгу стоял один, но так ничего больше и не услышал. Так наша славянская вера пытается прорваться сквозь оковы греческой веры, что поглотила наши славянские православные земли. Существует и еще одна легенда о пропавшей в стенах храма экспедиции исследователей. Говорят, что несколько лет назад приехали в эти места молодые ученые с огромными баулами всевозможной измерительной техники. Весь день изучали храм и окружающую территорию. На ночь решили остаться прямо в храме, поставив там палатку. А на утро все пропали, все кроме одного. Его и встретил на рассвете один из жителей села в лесу. Вид его был жалок и ужасен. Носом шла кровь, одежда порвана, а волосы молодого парня были седыми. Из его сбивчивого истеричного рассказа картина произошедшего выглядела так. К полуночи все стали устраиваться на ночлег. Вдруг поднялся сильный ветер, перерастающий в ураган. В храм полетели листья, ветки, комья земли. Все с ужасом смотрели на происходящее. В церкви стоял жуткий гул, палатка упала. Было такое ощущение, что стены и земля пришли в движение. А потом в стены снаружи со всех сторон словно стали бить огромными молотами. Началась паника. Уцелевший член экспедиции рассказал, что сам он сумел на корячках доползти до зоны алтаря и лежал там, вжавшись в землю и закрыв голову руками. Потом, судя по всему, он потерял сознание. А когда очнулся, уже брезжил рассвет, никого в храме не было, лишь разодранная палатка с остатками вещей. Происходило ли это на самом деле, или это история очередная страшилка, куда девались люди, почему не было проведено полноценное расследование, так и осталось под вопросом. В нашей стране осталось еще много святых славянских мест с истинной верой, до которых не смогли дотянуться чужеземцы, захватившие нашу веру и нашу землю. Только мы сможем сохранить в нашей душе ту истину, которая завещана нам нашими православными богами и предками. Берегите веру свою и корни славянские. Всем мир. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Ссылка на статью в описании. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.